человечество сейчас, прямо в данный момент времени, проходит очень сложный период своего развития. А сколько таких цивилизаций может быть в галактике? Но мы уже есть. То есть мы получили сами себя, и кроме нас нет никого. Вот такого, как мы. Когда я прочитал программу полета на Марс на Старшипе, у меня волосы встали дыбом. Марсианская пыль это как бы никому мало не покажется. И для того, чтобы добывать знания, в космосе надо жить. Что можно сделать, живя в космосе? Есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе, никому не известно. Мы какая-то не первая жизнь на этой планете. Вот об этом нужно 1000 раз подумать, прежде чем туда лететь. Главное, сильно много об этом не думать. С ума можно сойти, например. Слишком интересно, слишком увлекательный разговор. Друзья, сегодня мне выпала честь общения с Александром Дмитриевичем Пановым, доктор физмат-наук, руководитель научно-культурного центра SETI, председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» научного совета по астрономии РАН и просветитель, которому я обязан значимой частью своего интеллектуального развития. Надеюсь, вам понравится наша беседа. Я предлагаю начать наш с вами разговор с легких вступительных вопросов. Легких не в том смысле, что ответ на них простой и односложный, а в том смысле, что их довольно легко сформулировать. И первый мой вопрос, Александр Дмитриевич, как бы вы объяснили смысл работы SETI человеку неискушенному, человеку, который считает это скорее романтикой? У меня есть вполне определенное на этот счет представление, и оно, в общем, не очень соответствует тому, что об этом большинство думает. Вот полный ответ на этот вопрос – это целая лекция, на самом деле. Значит, если коротко совсем, то ответ у меня такой. Вот человечество сейчас, прямо в данный момент времени, проходит очень сложный период своего развития. Даже не сложный, а просто критический. Я его в свое время, как бы ни с кем не посоветовавшись, назвал временем сингулярности. Вот. Потом оказалось, что аналогичная терминология возникла и у других людей. И, значит, с моей точки зрения, это вообще требует длительного обоснования, вот то, что я сейчас скажу. Но сущность вот этого периода времени, через который мы сейчас проходим, состоит в том, что мы должны преодолеть одновременно много экзистенциальных кризисов. Эти кризисы таковы, что каждый из них может привести к гибели человечества. Значит, я еще раз повторю, что это как бы не с потолка взята точка зрения, она имеет, значит, довольно полное, с определенной полнотой обоснование с точки зрения, значит, природы эволюции, но, к сожалению, это отдельная лекция. Я не могу в это вдаваться. Ну вот, например, вкратце, если мы говорим про экзистенциальные кризисы, перегреем планету, кто-нибудь соберет вирус какой-нибудь смертоносный на коленке. Такого типа и еще там с десяток. Да, и таких вот прочих факторов, которые нужно перемножать один за одним, сильно меньше единицы. Вероятность, как бы субъективная вероятность, объективного смысла эта вероятность не имеет, это такая байесовская так называемая вероятность, получается субъективная, она получается сильно меньше единицы, и на самом деле эти кризисы таковы, их столько, что вообще непонятно, есть ли принципиальная возможность с вероятностью отличной от нуля их преодолеть. И вот теперь проблема с этим. Значит, мы ищем внеземную цивилизацию. Мы заведомо не сможем найти цивилизацию такая, как наша. Значит, что такое такая, как наша? Значит, этот термин надо уточнить. Значит, мы сейчас находимся в зоне, так скажем, вот этой самой зоне сингулярности, которая одновременно является зоной технологического взрыва. И на самом деле технологический взрыв – это, видимо, как бы явление не вечное, он сейчас находится в стадии своего завершения. Где-то с на моей излете точки зрения. Сейчас, это по многим параметрам видно, но я просто не буду как бы на этом останавливаться. Есть вот очень много точек, с которых начинается новая лекция. Просто невозможно рассказать обо всем. Где-то мы уперлись там в пределы производительности. Да, в общем, вот этот очень специфический период времени имеет продолжительность 100-200 лет. Вот так. Он небольшой, он очень маленький. Вот цивилизация такая, как наша, это вот цивилизация, которая вот проходит через тот же самый период, грубо говоря, технологического взрыва, он же приблизительно период сингулярности. Вот теперь вопрос, а сколько таких цивилизаций может быть в галактике? Ответ.
Одна. Я могу сослаться только на авторитеты. Вот Евгений Кунин, согласно публичным лекциям, опять же, просветителей от мира астрофизики, формулировал вероятность эту как 10 в минус тысячный. То есть Он этого не мог знать, это вы знаете. Я сейчас просто объясню, как получается эта оценка. Вот мы знаем, что мы существуем. Там вероятность, невероятность, мы существуем. Вот тот период времени, о котором мы говорим, это 100-200 лет. Значит, есть формула Дрейка, которая позволяет оценить приблизительно, сколько есть в галактике цивилизаций определенного типа. Значит, определенного типа в смысле с определенной продолжительностью существования. Вот нас интересует в данном случае период 100-200 лет. Значит, количественно эта формула Дрейка выглядит таким образом. Вот количество цивилизаций в галактике определенного типа равно продолжительности жизни этой цивилизации в годах, умноженное на величину много меньшую единицы. Значит, вот что это за величина много меньшей единицы? Это вероятность того, что у любой как бы наугад взятой звезды когда-то на протяжении ее существования возникнет цивилизация. Вот как бы ежику понятно, что эта величина много меньше единицы, но какова она, неизвестно. Вот кто бы что ни говорил, никто не знает. Вы знаете, есть косвенные признаки. Вот большая часть звезд — красные карлики, которые были там на несколько порядков сильнее в своем излучении в разных спектрах и диапазонах на этапе своего становления, там 2, 3, 4 миллиарда лет назад. Они будут долго гореть, но, скорее всего, все было возле них практически стерилизовано. Звезд таких, как наше солнышко, примерно 15%, 13%. Ну, во-первых, это плюс-минус много. Во-вторых, я как бы не согласен с пессимистической оценкой красных карликов. А приливный захват? Ну и что? Есть терминатор, где вполне нормальные как бы там будут условия. Если планета перегрета, на темной стороне будет хорошо. Если не догрета, на светлой стороне будет хорошо. А конвекция карликов? Вот то, что вспышки смывают атмосферу, это как бы совершенно никем не доказано. Это слова. Вот хороших расчетов на эту тему нет, так что меня это не обижает. Ну ладно, как бы мы начинаем немножко далеко отклоняться от темы. Значит, в любом случае, ну, самая оптимистическая оценка этой вероятности — это 1/100, 10 минус второй степени. Может быть гораздо хуже. Может быть 1 миллиардная или 1 триллионная. Ну вот, значит, берем продолжительность времени, которая нас интересует, 100-200 лет. Значит, умножаем на самую оптимистическую величину 1/100. Сколько получаем? 1, ну, может быть, 2. Вот, но мы уже есть. То есть мы получили сами себя, и кроме нас нет никого. Вот такого, как мы. Что это означает с точки зрения проблемы Сети? С точки зрения проблемы Сети это означает, что если мы находим другую цивилизацию, а ищем мы ее по техносигнатурам, это будет цивилизация не такая, как наша, а с гораздо более длительным временем существования после технологического взрыва. Но ведь эти техносигнатуры могут быть каким-нибудь спутником связи, который уже мы умеем запускать. И даже если предположить, что есть вторая цивилизация, такая как наша, она вполне могла когда-то далеко в нашей галактике запустить какой-нибудь такой же Voyager, который только сейчас до нас долетел, а они уже давно перестали существовать. И таким образом... Может быть... Voyager поймать очень трудно, он никаких сигналов подавать через там 1000 лет уже не будет. В общем, получается, что если мы все-таки, ну скажем, по сигналам, а не по артефактам, ну артефакт какой-нибудь случайно, конечно, можно поймать в виде космического мусора, но вот если мы каким-то регулярным образом находим другую цивилизацию, это будет не такая, как наша цивилизация. Вот, это будет цивилизация, значит, которая прожила после технологического взрыва многие тысячи лет. Это значит, по вероятности видно, что она должна быть такой. И что это означает? Это означает, что зону технологического взрыва можно пройти. Вот, и с моей точки зрения, главный смысл обнаружения внеземного разума состоит именно в том, что он вообще существует. Вот другого... Расшифруем мы послание, там, не расшифруем мы послание, мы увидим, что зона сингулярности, в которой мы сейчас находимся, принципиально проходима. Вот, то есть, вот, и что у нас есть вообще свет в конце туннеля, есть за что бороться. А мы сейчас ведь и этого не знаем. И вот с моей точки зрения, это как бы основной смысл. Эта идея не новая. Вот я могу сказать, кто эту идею как бы разделял.
Ну, вот разделяли, например, братья Стругацкие. Вот если почитать «Пикник на обочине», У меня там, будет очень важный вопрос по этой теме к вам да, дальше. да, сейчас я скажу. Там, знаешь, Александр Пильмана спрашивает, а что самое важное, что было, было найдено в зонах? Сам факт их существования. Да. Ну, вот это вот та же самая точка зрения примерно. И я полностью с ней солидарен. Вот Стругацкие таким образом, как я, ее не обосновывали, но смысл тот же самый. Для нас смысл нахождения любых техносигнатур — это подтверждение принципиальной возможности прохождения вот этого бутылочного горлышка, что мы можем проскочить все вот эти бесчисленные кризисы экзистенциальные, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и, скорее всего, столкнемся еще в ближайшее время. Мне интересует, вот если мы слегка отбросим научную осторожность и скепсис своего рода, здравый научный скепсис, который, несомненно, должен быть, вот что вас в этой теме больше всего захватывает? Надежда или тревога? Вот как бы вы это выразили? Надежда, что мы не найдем ничего, найдем, или тревога? Нет, я, конечно, надеюсь, что мы когда-нибудь чего-нибудь найдем. И еще я сильно озабочен судьбой нашей собственной цивилизации, что как бы и двигает моей активностью в этом направлении, я бы так сказал. Вот я именно для этого ищу. Я просто технически реально занимаюсь поисками сигналов внеземных цивилизаций, и я вообще не озабочен тем, как я буду их расшифровывать. Я просто хочу их увидеть. И увидеть какие-то признаки того, что это действительно сигнал там искусственного происхождения. Вот таким вот образом. Я предлагаю вернуться к теме SETI буквально через пару-тройку вопросов, потому что есть несколько важных нюансов, которые вытекают из следующих вопросов, которые с ней немножечко не связаны. Как вы считаете, есть ли у человечества будущее на Марсе? И полетим ли мы туда вообще? Вот я думаю, что нет. Я сейчас объясню почему. Я не думаю, что Марс будет колонизирован каким-то очень большим количеством людей, что там не будет очень многочисленных колоний, потому что зачем? Вопрос. Вот на Марсе жить тяжело. Погулять вы там как бы не сможете, о терраформировании Марса, я говорить не буду, это скорее все-таки какая-то фантастика, но в космосе жить надо. Марс — это не совсем космос. На Марсе, с моей точки зрения, жить труднее, чем в открытом в космосе, и на Марсе организовать условия для комфортного существования труднее, чем в открытом космосе. А пещеры? Пещер там не очень много. В пещере нужно забираться глубоко. Для этого нужна какая-то достаточно сложная техника. Вы будете иметь дело с агрессивной химической, так сказать, с химически агрессивной средой. Там перхлораты. Перхлораты эти пресловутые. Вот чем мы стираем в машинке стиральной, да? Да, та марсианская пыль, это как бы никому мало не покажется. Это уже хорошо известно, скажем, по лунной пыли. Они, такая же мелкодисперсная, сквозь кожу проникает, вызывает очень, явление страшное. Да. То есть там на Марсе жить гораздо тяжелее, чем, например, в центре пустыни Сахара. А много ли там народу живет в центре пустыни Сахара? Но это возможно с инженерной точки зрения? Можно, но зачем? Добывать полезные ископаемые? Через 2-3 поколения искусственного интеллекта это смогут делать роботы. Людям там зачем находиться? А вот в космическом пространстве комфортное жилье организовать гораздо проще. Там невесомость. Очень просто собирать как бы астроинженерные конструкции произвольно большого размера. Значит, вот сейчас не хватает одного технического компонента для того, чтобы начать массовым образом создавать жилье в открытом космосе. Сверхпроводимость? Не хватает теплой сверхпроводимости. Значит, для чего нужна теплая сверхпроводимость? Для того, чтобы организовать активную магнитную защиту от космических лучей. Ну сколько она весить будет? Это же... Нисколько. Если это у вас теплые сверхпроводники, нисколько она не будет весить. Вы запустили там один росток, его не надо поддерживать. Я про инженерную конструкцию говорю. Но это же полая конструкция. Смотрите, вы берете большой не полый, а заполнено какой-то там внутренними, значит, помещениями тор. Значит, тор вы раскручиваете. Значит, раскрученный тор вам дает искусственную гравитацию, причем она может быть регулируемая, там на разных расстояниях от центра она будет разная, каждый сможет выбирать себе, значит, комфортную гравитацию для себя. Это как бы с медицинской точки зрения интересно. Значит, тороидальная конструкция — это идеальная форма для того, чтобы устроить
активную магнитную защиту от космических лучей. Вы просто, грубо говоря, на поверхность этого тора наматываете двухслойный сверхпроводящий магнит, который ничего не весит, кроме того... И вспышки не страшны. Ничего не страшно, ни вспышки на солнце на страшно. Там от вспышек на солнце защититься легко, потому что это не очень высокие энергии на самом деле. Это там максимум ГЭВы, протонные, и от ГЭВов защититься не очень сложно. Значит, с помощью Теслового магнитного поля, которое как раз с помощью таких обмоток должно и легко и создаваться. А дальше внутри этого тора он может быть очень большого размера, у вас невесомость, за исключением вращения, никакой силы инерции, никакой другой силы тяжести у вас там не возникает. Вы там можете создать суперкомфортную среду для обитания, и никакая там агрессивная химия вам мешать не будет. Но объем, все же упирается в объем. В невесомости. Если вы не хотите сделать очень большой объем, не надо, а захотите сделать большой объем, вам ничего не мешает. Но Starship поднимает 100 тонн. Starship собирается на Земле. Не надо эти конструкции собирать на Земле, упаси бог. Они собираются прямо в космосе из кусочков, которые доставляются... Тем же Starship'ом? Не обязательно Starship'ом. Starship — это вообще плохая конструкция. У меня был следующий вопрос. Там слишком все на грани. Мне кажется, что он хорошо не заработает. Не будет обеспечена проблема безопасности. То есть, смотрите, в космосе жить надо. Для чего? Космос, самое полезное ископаемое в космосе — это знание. И для того, чтобы добывать знания, в космосе надо жить. Что можно сделать, живя в космосе? Там можно сделать всякие астрофизические инструменты, которые на Земле вы не сделаете, гигантских размеров. Там можно построить ускорители не на сотни ТЭФ, а намного больше. Вообще насколько угодно, да. Просто вы удерживаете микрореактивными двигателями, кольца там. А фазирование не будут успевать? Мы можем так настроить? А почему нет? Все нормально. Нет, это все технически разрешимые проблемы. Но там же такая должна быть задержка, настолько неотличима, то есть, вернее, не задержка, а сфазировано все должно быть так, что оно должно, я не знаю, у нас не было опыта таких конструкций, даже, по-моему, не было никаких расчетов точных сделано ни разу. Я пытался поискать по этой тематике информацию. Почему? На лазерных интерферометрах можно сделать точность установки, естественно, с точностью до долей световой волны, поэтому геометрию любого ускорителя можно будет удерживать, на самом деле, со сколь угодной точностью, да там еще и сейсмики нет. А нам есть куда копать в этой микро-микрофизике еще? Конечно, там существует так называемая калибровочная пустыня, мы сейчас, похоже, в ее край уперлись. Значит, это энергия типа десятка ТЭФ, да? Но увеличение радиуса, оно какую имеет зависимость? Явно там какая-то экспоненциальная зависимость от той энергии, которую мы сможем детектировать. От размера установки, я имею в виду. Понимаете, никто не знает, куда нам надо двигаться. Сейчас какая ситуация? Мы дошли до десятков ТЭФ, ничего там интересного не нашли, что отличалось бы от стандартной модели. К нашему огромному изумлению. Мы думали, что мы там что-нибудь найдем, что мы найдем суперсимметрии, что мы найдем частицы термоматерии. Ничего нет. А следующая интересная энергия — это энергия большого объединения. Это уже почти так называемая планковская шкала. Это на множество порядков больше. 10 минус 37. Это 33 по расстоянию сантиметра, да, а по энергии это 10-19, что там, ГЭФ? Да. В общем, страшное дело, значит... Невероятно. Да, на Земле это невозможно сделать. Какое угодно стройте кольцо под землей. Кроме того, там в космосе можно начать заниматься физикой, о которой мы сейчас и задуматься боимся, например, такими вещами, как делать искусственные черные дыры. Об этом Крейн писал, такой есть интересный физик очень. Я читал об этом, но такими массами мы не умеем оперировать. Пока нет, конечно. На самом деле, у нее есть расчеты, которые показывают, что с помощью некосмических размеров гамма-лазеров, их нужно сфокусировать в одну точку и стрельнуть, у вас там получится микроскопическая черная дыра весом 10 в 6 тонн. Которая сразу коллапсирует. Не сразу. 10 в 6 тонн, если... 10 в 6 тонн? Тонн, да. Для того, чтобы сделать черную дыру такую массу, вам нужны солнечные панели на орбите вокруг Солнца высотой 2 миллиона километров, размером несколько тысяч километров,
и которые энергию накопят за год для того, чтобы сделать такой лазерный Ничего импульс. себе. Но для того, чтобы это сделать, нужно, я извиняюсь, жить в космосе. Ну да. Вот, поэтому космические поселения... Вот, Цивилизация второго типа. это еще не второго типа. Ну как? Вот, Панель вокруг Солнца, пускай даже не все Солнце это перекрывающее. тысячи километров. Это как бы энергия несопоставимая с энергетикой Солнца. А какая принципиальная разница? Тысячи километров или десятки миллионов квадратных километров? Одна и та же Я не панель. знаю, есть ли тут принципиальная разница, но все-таки, это ближе к если, так сказать, точно цитировать Кардашова, то это иные порядки величин. Хорошо. Порядки величин. Вот, понимаете, и мало ли что еще. Вот поэтому, как в качестве для добычи полезного ископаемого в виде знаний, космос нам крайне нужен. И что там накопаем мы таким образом, как бы никто сейчас точно не знает. А вот для чего нужно на Марсе такие огромные колонии, как бы не очень понятно. Даже если говорить, например, о запасном человечестве. Ну нет, плохой вариант. Вот даже запасное человечество проще укоренить как бы в космосе, вот, но нужно решение проблемы активной магнитной защиты от космических лучей и теплые сверхпроводники. Вот это пока висит, к сожалению, в воздухе. То есть мой ответ на вопрос, он на самом деле зависит от того, удастся ли когда-нибудь найти теплые сверхпроводники, или сделать какую-нибудь другую дешевую сверхпроводимость. Когда вы говорите равновесный, мы говорим про равновесную температуру в космосе. Мы говорим, что они должны давать сверхпроводимость при температуре, по-моему, 20 кельвинов, да? Нет, на самом деле лучше комнатную сверхпроводимость. Конечно, да, не при температуре 20 кельвинов сверхпроводимость у нас есть, и на этой основе вы дешевую, как бы вот такой дешевый соляной не сделаете, потому что его солнце будет греть с обратной стороны, все равно нужна криогенная система, а вот будет у вас и комнатный сверхпроводник, ну или там чуть, может быть, похолоднее, вы сделаете действительно дешевые вот эти вот самые магниты и сделаете активно. Пока нет. Поэтому мой ответ в вопрос, он, конечно, упирается в эту спекуляцию, сможет она быть открыта или нет. Но в теоретической физике нет запретов на существование очень теплых сверхпроводников. Вот что интересно. И проходимых черных дыр. Да, кстати, с проходимыми черными дырами там немножко сложнее история, потому что там существует так называемое полное аналитическое продолжение решений для кировской черной дыры. А должны ли мы пользоваться полным аналитическим продолжением или нет, никто не знает. Вот в полном аналитическом продолжении кировская черная дыра действительно проходимая. Ну, пока же мы можем как-то численно, наверное, только прикинуть, что там как происходит. Предположив, что полное аналитическое продолжение не бессмысленно. Да. Очень важное уточнение. Вот недавно, кстати, вышла очень любопытная статья в архиве, буквально, вы знаете, вот на прошлой неделе, кажется, где показаны подробные расчеты прохождения светового луча. Ничего себе! Сквозь кольцевую сингулярность черной дыры кировской. Да. Автора не помню. Я поищу обязательно. Говоря о Марсе, вы знаете, мне кажется, что полет на Марс — это своего рода пропагандистский прием, но... Да, сейчас давайте я про Марс уж помню. Да. На Марсе, конечно, есть одна чрезвычайно интересная вещь. Есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе, никому не известно. Вот с этим вопросом надо разбираться. Более того, раньше, чем мы разберемся с этим вопросом, ни в коем случае живой человек на Марс лететь не должен. Какую-то флору оставим, наследим там. Флора-фауна Марса и наша собственная флора-фауна могут представлять огромную опасность друг для друга. Марсианская, так сказать, флора для нас, а мы для нее. Потому что если там как бы флора есть, она существует в чрезвычайно как бы каких-то жестких условиях. А вы представляете, что будет, если ей предложат как бы попробовать кусок мяса? Или наоборот. Или наоборот, что сделают наши бактерии, да, с местной флорой. Вот поэтому раньше, чем мы не поймем, если там жизнь, туда лететь нельзя. А у меня лично есть огромные сомнения в том, что там жизни нет. Она там должна быть. Мне тоже так кажется. И вы знаете, с одной стороны, хотелось бы, чтобы полет на Марс осуществился, потому что это своего рода преодоление, ради которого человечество по большому счету должно консолидироваться, потому что мало какая страна может потянуть это в одиночку. И как ни крути, это смыслы, это новые горизонты, это момент душевного подъема, потому что любое крупное свершение, сделанное нашей цивилизацией, на мой взгляд, это момент душевного подъема всей человеческой цивилизации, которая, на мой взгляд, каким-то образом либо отсрочивает вот это вот приближение к бутылочному горлышку экзистенциальным кризисом,
либо слегка сдвигает их в сторону, потому что, как ни крути, какие-то гуманистические императивы берут вверх, когда мы все консолидируемся так или иначе. Тем более, когда это такая позитивная новость. И касательно Марса, что я хотел бы сказать, мне интересно ваше мнение. Вы упомянули Starship. Когда я прочитал программу полета на Марс на Старшипе, у меня волосы встали дыбом. Там, зрителям объясняю в 2 словах, банка из нержавейки, заполненная топливом, вот так под завязку, летит туда. Совершает маневр, за ней летит вторая банка с нержавейкой, заполненная наполовину топливом, наполовину полезным грузом. И где-то там у нас в жилом отсеке каким-то образом пытаются за этой тоненькой стенкой из нержавейки прятаться живые люди. Оно все туда летит долгие месяцы. Там где-то возможны маневры с дозаправлением этого Старшипа, который либо приземлился, либо на орбите, но он там, поскольку атмосфера сильно разряженная, он не может там просто упасть, как на Земле, да, и затормозить за счет атмосферы. Там он должен тоже топливо жечь. В общем, там такие сложные маневры. Торможение за счет атмосферы там очень приличное происходит, хотя, конечно, это не так, как не так, как на Земле, конечно. Да. Топлива все равно нужно много. Полезной нагрузки мало. Полет невероятно долгий. О какой-то радиационной защите говорить не приходится, просто глядя на материалы Старшипа. Идеи есть по этому поводу. Да, я согласен. Но момент в том, что эти маневры мало того, что не отработаны, они даже толком-то и не посчитаны, потому что когда я начинаю смотреть, что там под капотом, а там ужас. Потому что они, грубо говоря, заявляют, что мы через несколько лет уже человека отправим, а на самом деле нормальных, прости господи, неокров не было. Так вот, что я уже молчу про какие-то тестовые полеты. Может ли он в принципе до туда долететь? Потому что, у меня очень большой вопрос к самому технологическому стеку. Почему нержавейка? Почему такие... Я понимаю, что дешево, многоразовое использование, там, в основном вывод на орбиту, еще что-то. На мой взгляд, конкретно на Старшипе мы на Марс не полетим. Мне так кажется. Так думаю. По крайней мере, в том варианте, который Маск рассматривает, точно не полетим. Там есть идеи как бы о модификации масковской идеи. Например, вы можете туда запустить не один Старшип, а одновременно 2 десятка Старшипов и сделать из 19 других Старшипов такой кокон, который будет окружать один Старшип, в котором будут находиться живые люди, а этот кокон будет заполнен, чем-то, водой, например, который будет защищать этот внутренний кокон от радиации. Но Маск такую идею не рассматривает, понимаете? Это чудовищно сложно, дорого, и отрабатывать такой маневр на людях сразу, этическая сторона вопроса тоже, мягко говоря. Нет, с моей стороны, если говорить о полете человека на Марс, это все-таки, должны быть, наверное, ядерные двигатели, для того, чтобы либо какая-то чудовищная дозаправка в космосе, чтобы можно было до Марса залететь до месяца, потому что иначе сублетальная доза радиации, и это никуда не годится. Там сколько-то БЭР, но она практически инвалидизация, практически 100% инвалидизация. Дорога туда-обратно, это больше 100 БЭР. Да. Человек здоровым после этого не будет. Может быть, какие-то препараты, может быть, какие-то активные способы защиты, потому что пассивная защита будет весить много, ее не утащить на химические двигатели. Я рассказал вам об одной идее, которая пассивная защита может быть реализована с помощью нескольких Старшипов. Маск пока об этом не говорит. Маск об этом не говорит. Это самое важное, потому что все-таки человек, принимающий решения, пока их не озвучивал. Да. Давайте так скажем. Вот вы сказали, что освоение Марса это как бы будет такой принципиальный, экзистенциальный момент в существовании цивилизации Момент Земли. душевного подъема, да. И это правильно, просто вопрос весь состоит в том, какой смысл на самом деле нужно будет вложить в понятие освоения Марса. Такой же, как освоение человек Луны. ли это будет, либо это какой-то другой способ будет освоения. Возможно, один раз человек слетает, мне так кажется. Когда-нибудь, когда уже у нас будут либо ядерные двигатели, либо мы научимся как-то похитрее. Хотя, по идее, мы уже очень близко к теоретическому пределу вот этого КПД, которые могут давать химические двигатели, в том исполнении, в котором они у нас сейчас есть. Понятно, что, к сожалению, пока у нас не было летающих прототипов, реально больших, красивых, классных ядерных двигателей, которые бы нас отправили на Марс за 3 недели. Там разные расчеты есть. Но к сожалению, мне кажется, один раз, может быть, человек и отправит. Скорее всего, вернется он полуживой. И на этом будет поставлена точка. Но это будет момент душевного подъема. Это будет использовано грамотно всеми пиарщиками, работающими на НАСА. И, глядишь, мы отсрочим немножечко момент вхождения в бутылочное горлышко в его самую узкую фазу. Мы не отсрочим, мы там уже находимся. Не будем себя обманывать.
Ну, чуть медленнее полетим туда. Мы уже находимся в бутылочном горлышке, но никто не знает его продолжительность. Согласен. Я просто хотел немножечко позитива внести. Будем реалистами. Согласен. Вы знаете, мы сейчас с вами говорили о Марсе. Вот очень много миссий сейчас на него настроено, сфокусировано. Я вот читал недавно про Escapade миссию, по-моему, так правильно произносится. Они, в общем, будут там исследовать там Blue, Gold, там, в общем, две части этой миссии, там два, значит, больших модуля. И они будут исследовать, что же у него там с атмосферой происходит, почему она так быстро улетучивалась. В общем, может, какие-то нам даст ответы, почему же Марс перестал быть обитаемым. Понятно, что магнитное поле — это эффект вращения внутреннего, магнитная динамо. Скорее всего, там действительно остановилось ядрышко, перестало вращаться, перестало давать какую-то магнитную защиту ветром солнечным. Эту атмосферу сдуло. Нет. Но Нет. почему? Венера. У Венеры нет магнитного поля, я согласен. Нету, а какая там атмосфера? Очень плотная, но совершенно другая вулканическая активность, сейсмическая другая активность совершенно. Ну, дело, конечно, в том, что Марс маленький, на самом деле. Был бы он размером с Землю, там было бы все по-другому. 20% массы хотя бы еще сверху, да, и процентов 15 в Вот диаметре. очень много разговоров идет о том, что магнитное поле Земли защищает Землю. Вот это полная ерунда, на самом деле. Во-первых, у Земли много раз была переполюсовка, когда магнитное поле Земли просто исчезало. Во-вторых, на Земле есть магнитные полюса, где магнитное поле не защищает атмосферу, а фокусирует космические лучи на атмосфере, и ничего там плохого не происходит. Но они очень маленькие, эти участки. Ну, совсем прям не маленькие. Вот эти вот участки, которые подвергаются очень активной бомбардировке космическими лучами, это очень большие зоны вблизи этого самого магнитных полюсов Земли. И в-третьих, есть Венера вообще без магнитного поля, с атмосферой гораздо более мощной, чем Земля. А по как бы своей геологии Земля это, то есть Венера сестра Земли. Просто. И по размерам, в принципе. И вообще по всем параметрам. Так что вот насчет магнитного поля не надо. Магнитное поле можно было бы у Земли убрать, и у нас бы только компас перестал работать. И ничего бы страшного не произошло. Вот это меня наталкивает на следующую мысль. Есть такая теория, сейчас прошу не судить строго, это никакая не маргинальная конспирология, так называемой темной биосферы. Ну, в общем, ее суть в том, это гипотетическая теория наличия параллельной микробной системы, существующей с уже известной нам. Ну, в частности, этой теорией пытаются, допустим, развить тезис, что мы какая-то не первая жизнь на этой планете, может быть, там где-то, куда-то, если закопаться, мы найдем какую-то флору разную, да, которая очень сильно отличается от нашей. И вот мне было очень интересно, как вы считаете, это вообще может иметь место быть? Или на Земле, или на Марсе? Я думаю, нет, на Земле нет, потому что мы уже очень глубоко закопались и достали бактерии, которые ничем не отличаются от как бы всяких прочих земных бактерий из глубины, ну, я могу ошибиться, но типа 10 километров. 10, да. Да, Кольская сфера глубокая, Антарктида. Это обычные более-менее экстремофилы. Литотрофы, экстремофилы, бактерии такие, но генетический код у них тот же самый, вся как бы... Но это ведь точечное бурение, это ведь точечная выемка почвы, точечный анализ биохимический. Ну, как бы ничего интересного, ничего неожиданного мы там не нашли, и пока нет никаких оснований ожидать, что в каком-то другом месте мы найдем что-то другое, потому что все-таки таких глубоких скважин уже несколько, ну и там более или менее одно и то же находят. Никаких сюрпризов там не обнаружено, вряд ли. Но порода еще очень разная залегает. Ну, будут немножко другие литотрофы. Ну, да. Но ведь с другой стороны, примерно то же самое нужно нам сделать на Марсе, чтобы как раз таки убедиться, что их там нет. Может быть, не так глубоко бурить, конечно, но... На Марсе нужно начать с поверхности, вообще говоря. На Марсе, прямо на самой поверхности Марса бактериям ничего не мешает существовать, потому что вот пишут там космические лучи, ультрафиолет, да под любым камнем. Абсолютно. Отличные условия, а вода там есть везде. По крайней мере, в замороженном виде это прекрасно сейчас известно. Говорят, подтаивает даже иногда. Да и не надо ей подтаивать. Вот на южном полюсе планеты Земля, в Антарктиде, существуют бактерии при температуре, которая никогда не поднимается выше минус 18 градусов. Там нет жидкой воды, а они там живые, живут и размножаются.
То есть на самом деле, почему я думаю, что на Марсе жизнь должна быть обязательно? На Марсе сколько угодно есть мест, где условия для существования, бактериальной хотя бы жизни, есть гораздо лучше, чем те условия, в которых обнаруживаются бактерии на Земле. Это раз. Во-вторых, с Земли на Марс идет медленный перенос живого вещества. Вот в верхней стратосфере Земли и даже в ближнем космосе, это просто понятно, там сколько угодно живых спор бактерий. И они просто в диффузии должны иногда выноситься, с маленькой вероятностью, но большая вероятность тут и не нужна. Должны выноситься там со скоростью выше второй космической куда-то в космос. Там они будут подхватываться солнечным давлением. И вот Земля ходит вот так по сфере, по своей орбите вокруг Солнца, а в сторону от Земли, наружу Солнечной системы, есть хвост, зараженный живыми спорами. Да? И Марс периодически этот через хвост него проходит. Да. Как они могут не оказаться на Марсе? Вы объясните мне это непонятно. Тем более за столько лет. Там хоть какая угодно 1 триллионная вероятность того, что живая бактерия будет перенесена на поверхность Марса, но если это бактерия экстремофил литотроф, а такие тоже есть, то она начнет там размножаться и положит начало дарвиновской эволюции. И даже если на Марсе никогда не было жизни, а она там, скорее всего, еще и была 4 миллиарда лет назад, потому что там были прекрасные условия для существования, даже если бы никогда там жизни не было, она неминуемо должна была получиться сейчас, вот просто вот такой вот солнечный марсиан, от Земли до Марса панспермии. Вот если она такая же, как у нас, какая нам разница, что она там есть? Вот такие же там бактерии мы нашли. Она все-таки находится в довольно глубокой изоляции, и там своя дарвиновская эволюция идет, и она там может наплодить, знаете, таких этих самых форм, что нам мало не покажется. Вот даже на Земле, когда вы там, вы привыкли жить в средних широтах, а вы куда-нибудь поезжаете куда-нибудь в экваториальную Африку, вы там всякие нехорошие болезни можете подхватить. Почему? Да нет у вас иммунитета, потому что хотя Земля одна, спора будет переноситься там через стратосферу хотя бы время от времени. Вот, и Марс, конечно, гораздо лучше, так сказать, относительным образом изолирован от Земли, чем там экваториальная зона от средних широт. Вы видите, а уже и на Земле сказывается такая изоляция. И поэтому, несмотря на то, что фундаментальная биохимия будет одна и та же, конечно, там жизнь будет в каком-то смысле другая. Она может оказаться экстремально опасной для нас, а мы для нее. Надеюсь, первый отправившийся на Марс человек не подхватит марсианскую простуду. Легко может подхватить. Вот об этом нужно 1000 раз подумать, прежде чем туда лететь. На Луну же слетали? Вот на Луне похоже, что действительно жизни нет. Хотя черт его знает. Чего не бывает. В каких-то, по крайней мере, верхних слоях реголита ее там нет. Он хорошо простерилизован. Только если где-нибудь в углублениях искать, бурить, а вообще даже и не исключено, что где-нибудь там в пещерах на Луне вполне жизнь обнаружится. Да, там где-то глубоко и жидкая вода может обнаружиться, бог ее знает. Хотя вот это сейчас пока никто не знает. Кстати говоря, в отличие от Марса, Луна — это такое место интересное для людей. Почему? Потому что там, может быть, для людей комфортные условия реализовать будет проще, чем в открытом космосе. Почему? Потому что не пещеры. Луна сделана из базальта, а базальт — это такой материал, который чрезвычайно удобен для обработки. Там очень легко дырок насверлить под поверхностью Луны. И вот там вот жить, вы там будете естественным образом защищены от радиации, не нужна активная магнитная защита, и там можно какие угодно большие накопать жилые помещения и устроить там очень комфортные условия для жизни. Но до Луны не налетаешься, там вот этот вот участочек есть особенно сильный космической радиации. А не надо, на Луну-то лететь недолго, 3 дня. Конечно, полет на Луну — это доза там 5-10 БР, если я правильно понимаю. В одну сторону. Может быть, и в 2. Порядок величины такой. Это такая доза, которая не смертельна, она лечится. Да, но 5-10 таких экспедиций уже... Вот много раз туда-сюда не полетаешь, это правда. Но это доза, сопоставимая с тем, что получается за несколько процедур компьютерной томографии. Всего тела. Да, всего тела, да. Вот, поэтому это далеко не смертельные уже дозы, и даже они в буквальном смысле не опасные для здоровья, если много раз туда-сюда не летать. Можно прилететь на Луну, а вот на Марс трудно. И пыль на Луне.
Мелкодисперсная Вот гадость, на Луне которая сквозь кожу, есть, через но под землей, слизистые. если вы сделаете вот эти вот самые жилые помещения в базальте, вот Александр Багров был такой совершенно замечательный астрофизик, который не так давно умер, по-моему, в 2018 году, сейчас точно не помню. Он пропагандировал идею как раз освоения Луны, и он очень много правильных вещей говорил. На нашем сайте, Russian сете, вот где записаны семинары НКЦ сети, есть лекция Александра Багрова про это, вот можно ее там найти. Луна. Отлично. А что вы скажете насчет каких-нибудь дальних лун? Ну, вы понимаете, к чему я подвожу. Наверное, может быть, Титан был бы хорошим вариантом. Не будь он так далеко, и будь у нас ядерные двигатели. Как вы считаете? Ну, Титан там чрезвычайно интересная Луна, но там может быть жизнь, но это другая биохимия будет, потому что там экстремальный... Растворитель другой. Да, это вот органический растворитель, это какая-то другая должна быть биохимия, я вам мало чего про нее могу сказать, но это, конечно, чрезвычайно интересная вещь. Вот, что касается, например, лун Юпитера, ну, вот Ио до Каллиста, то на поверхности там очень некомфортно будет, потому что там уровень радиации там безумный совершенно. Но вот типа этот самый подледный океан Европы, это такое место, где вполне может существовать какая-то жизнь, а может быть даже не очень примитивная, кто ее знает. Ну, туда не десантируешься, там на поверхности тоже. Вот это могут только роботы изучать. Да. А человека можно отправить на Титан вполне. Плотная атмосфера. Вот, кстати, я не очень хорошо знаю, какие радиационные условия вблизи Сатурна. Ну, если быстро проскочить. Вот на Юпитере быстро не проскочишь. На Юпитере, да. Там летальная доза, ну, на ближних лунах за секунду набирается, на дальних там за сутки. Там очень плохо. Активная магнитная защита, гигантский корабль. Ну, немножечко еще пассивной защиты добавить, какую-нибудь тяжелую воду туда понапихать. Активной магнитной защиты здесь могло бы попасть, потому что там частиц очень много, но они не очень высоко энергичные. Да, от них можно защититься активной защитой. Да, но это надо ее иметь. Хотя там такие уровни радиации, что это даже для электроники тяжело. Там специальная электроника нужна стойкая к радиации. Кстати, говоря про электронику и радиацию, недавно был отзыв примерно половины всех аэробус А320, семейства А320, как раз таки из-за того, что из-за активной солнечной радиации там вышла из строя какая-то, в общем, микросхемка из-за того, что случился программный сбой, который давал неверные команды на компьютер. То есть мы даже на Земле здесь не можем хорошо так защитить суперпроверенную, супернадежную, относительно надежную технику от радиации, что уж говорить о полете куда-нибудь далеко. Просто эти аэробасы, точно так же, как этот самый Dreamliner, там, например, да, Boeing 740, какой там, 767, что ли? Да, что-то такое. Вот, они частенько летают через Северный полюс, вот, через полярные Каспы. И вот на высоте уже почти верхней тропосферы, да, 10-11 километров. Да, там на самом деле вот как раз космическое излучение, будь здоров. Вот там-то они, конечно, и могут поломаться. Это трансатлантика, да? Да. Вот через полярные зоны там на большой высоте действительно высокий уровень радиации. А здесь, по-моему, прецедент возник в Австралии. Кстати, тоже очень интересное место. Да, вот интересно, почему. Это буквально было неделю назад. Ну, может быть, это просто случайно. Там, да. Ну, сделали, в общем, этот отзыв, там откатились к предыдущим настройкам, взяли прошлую версию, значит, операционной системы. Где-то как-то пришлось еще и аппаратно подлезть под капот. Но, в общем, половина всего действующего авиапарка самой популярной модели самолетов была заэффекчена. Отлично. Очень интересно поговорили о Луне, о Марсе, очень интересно поговорили о лунах Юпитера, Сатурна. Энцелад еще есть. Энцелад, кстати, вот, Энцелад мы забыли. Ну, там та же самая история, что на Европе. Да. Да, там тоже может быть подледный океан. И гигантская радиация. Неизвестно, занимает ли он всю поверхность спутника или не всю, но он там точно есть. Тоже может быть жизнь вполне. Поддерживается приливным нагревом. Да. Изнутри нагрев идет. Да. Вот у нас есть там черные курильщики, где-то там в глубине живут. Это, кстати, Энцелад, если я не путаю, это Сатурн же у нас, да. Там вот, все-таки такого экстремального этого самого магнитного поля там нет, и нет там такой экстремальной магнитосферы. Там, но пролететь Юпитер надо. Не такие жуткие там уровни радиации все-таки. Но пролететь Юпитер надо. Все равно.
мимо Юпитера не хотелось бы пролететь. Вот как-то... зачем обязательно? Гравитационный маневр? Нет, я имею в виду Луны Юпитера не хотелось бы пропускать. Да. То есть хотелось бы как-то вот все зацепить, вот везде посмотреть, потому что относительно, недалеко относительно космических масштабов, а вот все-таки, к сожалению, лимитирующий фактор — это безумная радиация вблизи Юпитера, это фантастика просто. В общем, человек там делать нечего. Абсолютно. Как вы считаете, вот вы говорили, может быть, роботы полетят, человеку делать нечего. Я с вами согласен. Как вы считаете, если мы говорим, возвращаясь немножечко назад к тематике SETI, которую я обещал затронуть еще раз, как минимум один раз, могли ли существовать цивилизации? Я понимаю, что принципиальных противоречий этому утверждению нет, но конкретно ваше мнение. Вот могли ли существовать цивилизации, которые эволюционировали не к биологии, а к чистой информации? Ну вот, например, часто говорят, там нас на чипы пересадить, еще что-то. Там уже спекуляции на уровне, что такое сознание, как это сделать, и что вообще сейчас это не искусственный интеллект, а обычные генеративные сети, которые там предсказывают вероятность следующего токена, там, обучившись с помощью механизмов там, внимания, самовнимания. Довольно просто все это работает под капотом. Это никакой не интеллект, даже близко. Нет, это не интеллект, это поисковик. Абсолютно. Просто можно удобнее гуглить через чат GPT, чем... Вот я по-прежнему гуглю, потому что я от генеративных сетей ничего получить не могу. Да, вот тем не менее, возвращаясь к этому вопросу, как вы считаете, могли ли быть такие цивилизации, которые эволюционировали вот не к биологии, а к чистой информации, и мы их не сможем найти? Давайте не будем называть это цивилизациями только. Это значит некая иная форма существования материи, которая использует информацию каким-то иным способом. Вот. Либо производит ее каким-то иным способом. Это под цивилизацией понимается слишком как бы узкая вещь, вот слишком это антропоморфное понятие. Я упрощаю для зрителя. Ну а почему нет? Конечно, может. Эта идея, кстати, совершенно не новая. Вот я могу сказать, ну, может быть, она когда-то и раньше озвучивалась, но она явно озвучена у Станислава Лема в «Гласе Бога». Да. Значит, там вот принимается некая информация, и одна из идей, которая у Лема обсуждается, это то, что эта информация, произведенная была не тем, что мы склонны понимать под разумом. Вот. Вообще Лем сказал существенно обо всем, о чем можно было и имело смысл сказать. Очень сильно недооцененный мыслитель, с моей точки зрения. Вот. И ничего в этом противоестественного нет. Более того, есть как бы даже еще более крутые мысли. Вот я был знаком с Михаилом Борисовичем Менским. Это чрезвычайно интересный, физик-теоретик, мыслитель, вот член редколлегии успехов физических наук он был. Вот он как бы говорил о том, что информационная жизнь или что-то такое в этом духе может быть не в координатном пространстве, а в импульсном пространстве. Ну тогда у меня вопрос. Вот мы знаем, что в теории информации каждому биту информации соответствует бесконечно малый энергетический потенциал в джоулях. Будут ли тогда не техносигнатуры, а какие-то, вот вы говорите импульсно просто, какие-то энергетические сигнатуры существования таких цивилизаций? Да бог их знает, вот не знаю. На самом деле в мире много всякой чертовщины. Вот есть всякая чертовщина, к которой не удается подобраться научными методами, потому что эта чертовщина невоспроизводима. Например? А люди рассказывают разные вещи, которые с ним происходят. Вот это невозможно, ни рассказы их невозможно проверить, как бы, ни воспроизвести невозможно эти вещи. Ну, то, что иногда, например, склонно называть парапсихологией или пара чего-то, как-то чего-то такое, ну, вещи всякие разные, типа полтергейста, прости господи, да? Ведь рассказывают же люди об этом. Всякие шутки с временем, вроде по рассказам происходят. Вот все это может быть, конечно, явление человеческой психики. Но мы в этом не уверены. Вот. Может быть, это и есть эхо вот таких вот каких-то квазиинформационных вещей, которые язык бы у нас не повернулся назвать ни жизнью, ни разумом, и что-то типа того, что вот Станислав Лем имел в виду. Да бог его знает. Интересно. Вот просто с кондачка как бы утверждать, что этого нет и быть не может, это невозможно. У нас нет для этого никаких оснований. Понимаете, просто нужно держать мозги открытыми. Вот что я вам скажу. Как бы ко всему этому нужно относиться с огромным скепсисом, конечно, но мозги на всякий случай нужно держать открытыми, ничего это не исключено.
Вот с моей точки зрения, причем не исключено многими разными способами. Интересно, очень интересно. Есть над чем задуматься. Есть над чем. Главное, сильно много об этом не думать, потому что... Ну, с ума можно сойти, например, да. Это знаете, как вот в математике поступаешь, когда на мехмат или там на матмех, да, в зависимости от города, где университет находится, сразу предупреждают, вы там во все эти пятимерные интегралы особо не лезьте, не думайте. Это просто вот способ посчитать что-то. Вот у нас есть там двойные интегралы, тройные, там, неважно какие, да? Вот знаете, я хочу вам сказать, не пытайтесь это интерпретировать как какое-то многомерное пространство, вот тот что-то человек, там. который будет относиться к этому как к способу посчитать, он в этой области ничего нового не придумает. Абсолютно точно. И большая часть людей именно такие А вот и есть. те люди, которые придумывают, к этому относятся по-другому. Да, и живут потом как Перельман. С большим уважением отношусь. С большим уважением отношусь. С большим уважением. Но просто, к сожалению, вот так, видимо, совпало, что среди мужчин больше гениев и сумасшедших. То есть вот так вот полярно очень сильно. У мужчин гаусс шире, чем у женщин, это известно. Да, то есть женская психика, она как будто более цикличная, более стабильная. Да. А мы вот как-то вот чаще открываем что-то, но чаще по пути. Как бы женская сущность, она сущность сохраняющая, а мужская сущность, она как бы толкающая к эволюции. Да. Хотя есть и исключения с обеих сторон. Абсолютно. Подтверждающие правила. Подтверждающие правила. Да. Как вы считаете, учитывая возраст Вселенной, у нас относительно юная Вселенная, то есть вот не так давно всякие там тяжелые элементы появились, ну, мы говорим относительно, понятно, что нам уже сколько-то миллиардов лет, что у нас там видимой части только там 13 миллиардов световых лет, в общем, огромное на самом деле пространство. Как вы считаете, учитывая все это, зная плюс-минус размеры и плотность звезд, находящихся в нашей, прошу прощения, галактике, может ли быть так, что мы слишком рано для того, что называется космический клуб? Потому что даже если желтых карликов, в принципе и коричневые карлики, может даже и красные карлики, они просто очень долго горят, но пока это не очень актуально, потому что я подвожу к возрасту. Огромное, просто по закону больших чисел что-то должно быть похоже на нашу вот, на нашу замечательную солнечную систему. Мы живем в курортных условиях, это наша область Златовласки, что мы там не слишком далеко, не слишком близко, у нас гигантские эти Юпитеры, Сатурны, которые нас как-то защищают. Может ли быть такое, что просто в силу того, что молодая пока что еще Вселенная, мы слишком рано пытаемся что-то искать? Это совершенно не исключено. Ну, например, не исключена такая возможность, что мы вообще первая цивилизация в галактике. Ух ты. А почему бы нет? Ух ты. Ну, ничему это не противоречит. Ответственность на нас большая получается. Ну да, но мы не знаем, лежит она на нас или нет. И это одно из разрешений так называемого парадокса Ферми. Значит, парадокс Ферми — это мы должны видеть другие цивилизации, как бы, а мы их не видим. А мы уже обсудили, что это могут быть энергетические. Ну, это может быть вообще и не жизнь. Но даже если говорить о жизни, ее должно быть много, потому что наша Солнечная система, она, конечно, выглядит близко к идеальной, но таких же систем в галактике, существует не меньше миллиарда вот такого типа, такого же качества, так скажем. Даже если говорить о там специально выбранной вот этой корротационной окружности в галактике, где скорость вращения рисунка галактики совпадает с фактической скоростью движения, значит, звезд по орбите вокруг центра галактики. По-моему, там 200, я уже забыл конкретную скорость. Это, 200 миллионов 200... лет, это световой год, чуть побольше. Да. Не световой год, галактический год. Да. И расстояние 8,5 килопарсек до центра. Вот даже в этой области сотни миллионов звезд наберутся типа, такого же качества, как Солнечная система. Но совершенно не факт, что из этого автоматически следует, что должны быть цивилизации более старые, чем наша. Вот то, что наша цивилизация просто первая, никак невозможно исключить. А с другой стороны, можно посмотреть... В конце концов, смотрите, вот жизнь на планете Земля возникла где-то, грубо говоря, 5 миллиардов лет назад, чуть меньше. Это, бактерии, археи, вот всякое такое. Вот да? они там появились, уже 5 миллиардов лет прошло, это космологическое время. То есть мы видим, что на эволюцию,
появления жизни на планете до возникновения разума — это космологическое время. А может быть, наше время, вот, которое здесь потребовалось, там 4 с чем-то миллиарда лет, оно еще к тому же аномально коротким оказалось по случайным причинам, по сравнению с другими звездными системами. Почему бы нет? Тогда мы будем первыми. Да, но мы очень долго проходили некие определенные этапы эволюции. Вот, например, от каких-то там бактерий, архей до какой-то сложной жизни прошло невероятное количество времени. А если бы мы протупили немножечко дольше и эволюционировали чуть-чуть попозже, ну так бы сложилось, например, в ходе, да, естественного отбора, например, на миллиард лет, ну, не получилось бы никакой жизни, потому что... Не было бы сейчас, да. Да, то есть вот это тоже фактор сильно меньше единички. Вот то, что мы успели, как говорят, в последний вагон или вот как-то прям перед самым-самым, как скажем, разогревом с точки зрения, опять же, эволюции, миллиард лет вообще ничего. Мы можем смотреть просто по этапам, как они проходили. Смотря для какого периода эволюции миллиард лет ничего. Ну, например, от бактерий археи к чему-то это такому. Это плохой пример, потому Почему? что следующий период эволюции от, скажем, вот период от прокариот, да. до эвкариот, это был миллиарда 2. Да. Следующий период от одноклеточных эвкариот до многоклеточных... Уже с ядром появились. Это уже был меньше миллиарда. А от простейших до как бы кембрийского взрыва уже сотни миллионов, а потом все быстрее и быстрее. Эволюция нашла с ускорением. Вот в чем дело. И поэтому миллиард лет для разных кусков этой эволюции разное означает. Вот для последних этапов эволюции это страшно много, а для первых это немного. Продлись переход к эвкариоту на миллиард лет дольше, не было бы нас. Да. Вот это могло быть элементом случайности. Где-то на излете эволюции, может быть, успели бы появиться какие-то там простейшие, может быть, даже позвоночные, если бы так совпало. Но формально это тоже некий фактор, на который надо вот эту вот, мне кажется, вероятность где-то наличия какой-то жизни домножать, потому что могла не успеть. Да, просто непонятно, на что... Может, на Венере она была. Может быть. Ну, на Марсе могла быть. Также на Марсе могла быть. Нет, ну это да. На Марсе условия для жизни сложились раньше, чем они сложились на Земле, поэтому там жизнь могла получиться раньше, чем на Земле, и тогда, и, кстати, должен был быть перенос жизни тогда с Марса на Землю, и поэтому на Земле на самом деле может быть марсианская жизнь. А может быть и не марсианская. Вот я лично думаю, что жизнь и на Земле, и на Марсе появилась вообще не в результате естественного возникновения жизни, а была перенесена панспермией из какого-то другого осеменение, места. Да, произошло такое? Да. Есть основания для таких предположений. Часто говорят, вот комета, снежок мокрый, там, значит, прячутся легко, чиркнув по атмосфере живой планеты какие-то... В частности, кометы, про которые точно известно, что межзвездные кометы существуют, они очень легко могут переносить какие-то споры бактерий. Мы с вами обязательно это обсудим. У меня миллион вопросов, условно говоря, по этой теме. Мне интересно вот что. Я обещал вернуться к теме SETI еще не раз. Мне очень нравится переключаться, потому что когда мы обсуждаем какую-то одну тему, мы можем уйти очень глубоко, и потом уже будет нам тяжело оттуда выйти, чтобы начать какую-то другую тему, потому что слишком интересно, слишком увлекательный разговор, по крайней мере, мне так чувствуется. Можете сказать откровенно, что самое странное SETI когда-либо фиксировал? Я знаю, что есть история с сигналом ВАУ, я знаю, что есть разные истории наблюдений, но вот конкретно ваш опыт. Что было самое странное, что фиксировалось SETI? Ну, SETI это самое странное зафиксировало не специально, а как бы ему деться было некуда от обстоятельств, при которых оно возникло. И самое странное — это, конечно, объект Оumuamua. Объект Оumuamua демонстрирует очень сильные как бы сигнатуры, которые могут рассматриваться как сигнатуры технические. Я читал статью в журнале Nature. Ну, про это много чего было написано. Кстати говоря, я про это тоже много говорил. Там, в общем, проблема в том, то есть не проблема, а суть в чем, что значит, этот объект продемонстрировал сильное ускорение, направленное в сторону от Солнца, когда он улетал, которое может быть объяснено на самом деле фактически только давлением излучения Солнца. Солнечного света, да? Остальные модели не проходят, испарение остаточных газов не проходит по многим причинам. Хвоста нет. Мало того, что хвоста нет, было бы
испарения остаточных газов, у этого объекта очень странная вытянутая форма, и это должно было бы обязательно повлиять на характер вращения. А оно хаотичное. Оно не меняется. Главное, что оно постоянное во времени. Оно должно было бы либо ускоряться, либо замедляться, либо как-то хаотически меняться. Она вращается все время одинаково. Вы говорили, что мы получили еще верхнюю оценку плотности этого объекта. Вот, поэтому, зная блеск. Ну вот смотрите, да. остается, значит, солнечное давление, отсюда можно оценить его поверхностную плотность, и она оказывается 0,1 грамма на квадратный сантиметр, то есть это пленка. Вот, поведение этого объекта. Или значит, банка из-под топлива. Ну, может быть, полая какая-то конструкция, но тоже очень тонкостенная. В общем, объясняется только в предположении, что это либо какая-то тонкостенная какая-то полая конструкция, либо пленка, понимаете? А у нас нет никаких идей, как такая пленка может возникнуть естественным путем. И больше всего это, конечно, похоже на кусок космического мусора. А возвращаясь к журналу Nature, вы упоминали, что описывается возможность гравитационного маневра с помощью Falcon Heavy с дозаправкой. Если миссию отправить в определенное окно, можно попробовать его догнать. Но эта идея обсуждается. Проект Лира называется. Да. Я попытался посмотреть, почитать, что могу своим скудным мозгом из этой информации для себя подчеркнуть полезного. Как я понимаю, там все упирается только в одно. И это не техническая реализация, это политическая воля. Конечно, да. Нет, это вполне технически реализуемая вещь, причем несколько раз. Даже на химических двигателях ставят. Даже на химических двигателях еще окно остается лет... 34-й год. 34-й, да? Ну вот я хотел сказать лет 8, я правильно сказал? Да, 9. да, вы правильно сказали. Да. 8-9 лет еще остается окно даже для химических двигателей. Ну, про ядерные двигатели я уже не говорю. Ну, тут есть два варианта миссии, на самом деле. В одном варианте он пролетает мимо с большой скоростью. Это, конечно... Плохо. Это сделать легко, но это не очень хорошо. Значит, лучше было бы затормозиться. Это нужен гораздо более простой легкий аппарат и гораздо более высокие энергетические ресурсы. Это сложно. Вот для этого нужен ядерный двигатель, скорее всего. Хотя вот как бы я даже не могу сказать окончательно. Вот это вот самое сильное как бы... То, что является признаком существования, может быть, внеземного разума, хотя здесь ничего не доказано. Ну, конечно, здесь ничего не доказано. Окончательных доказательств мы не имеем. Но это крайне подозрительный объект. Ну, а все остальное более-менее вилами на воде писано. Но есть еще одна очень странная вещь. Tri-Eye Atlas. Нет, это здесь ничего странного, в нем ничего странного нет. Но это отдельный разговор. Давайте я сейчас про другую странную вещь скажу, которая, правда, нас... Но это тоже как бы тема отдельной лекции. Очень странные вещи наблюдаются в генетическом нашем коде. Очень странные вещи. Значит, открыл это... Владимир Щербак вместе с Александром Макуковым, это математик. Значит, сейчас мы статью выпустили по этому поводу с Феликсом Петровичем Филатовым. На сайте вашем есть? Пока нет. Я не видел на вашем сайте. Нет, она недавно вышла, я даже не успел ее отсканировать, как бы вот туда выложить. Есть лекция, которая находится на нашем сайте Russian Set в семинарах, но она даже и не полная, там не все рассказано. Вы дали некую затравочку, когда были в гостях у Владимира Сурдина. Да, ну вот я примерно то же самое сейчас, наверное. Да, кстати, я с Сурдиным еще недавно встречался, там было чуть-чуть поподробнее, но сейчас вот пару слов скажу просто, о чем идет речь. Значит, генетический код, он что делает? Он, значит, описывает связь между вот триплетами основания, так называемыми, из которых ДНК сделана, и теми аминокислотами, которые кодируют вот эти самые триплеты оснований. И это определенная как бы вот такая вот функция из этих триплетов на аминокислоты. Вот. И оказалось, что здесь она чрезвычайно странным образом оказалась устроена, но просто неописуемым странным образом. С комбинаторной точки зрения? С комбинаторной точки зрения. Во-первых, в генетическом коде уже давно Борис Румер, по-моему, обнаружил так называемые, вот, которые сейчас называются румеровские симметрии, вот, которые, ну, как бы они просто, понимаете, приковывают взгляд. Это видно из того, что они переоткрывались много раз. Вот он их открыл, потом люди, естественно, его не читали, писали об этом еще раз, и еще раз, и еще раз, они там существуют.
эти румеровские симметрии, они останавливают взгляд на так называемых двух октетах Румера. Но это две половинки, на самом деле, таблицы генетического кода. Ну, мы сейчас без картин, говорим без ничего, поэтому, к сожалению, более подробно я говорить не могу. И вот с этими двумя половинками таблицы генетического кода связаны совершенно неописуемые математические чудеса. Значит, во-первых, там обнаруживаются уже после Румера еще другие симметрии. И кроме того, значит, с использованием вот этого генетического кода и весов аминокислот, а вот каждая аминокислота, она имеет определенный атомный вес, значит, можно, пользуясь соображениями симметрии, составлять разные суммы этих самых весов, которые по своей математической природе должны оказываться случайными целыми числами. Так вот, они не оказываются случайными. Там какая-нибудь Фибоначчи последовательность или еще что-то такое? Типа того. Значит, оказывается, что огромное количество таких сумм, которые должны быть случайными целыми числами, делится на 111. На 111. Вот, это совершенно непонятно. Вот сейчас там обнаружено в настоящее время 17, если я правильно помню, таких сигнатур, вероятность случайного их появления, но она абсурдно маленькая. Другое дело, что эта вероятность нам, к сожалению, ничего не дает для понимания вот того, что происходит. Если там смысловая информация, нельзя сказать, что ее нет. Понимаете, ее можно представить. Сам по себе факт наличия этих симметрий. Во-первых, наличие этих симметрий, наличие делимости на 111, которые дают красивые в десятичной системе числа типа вот 111, 222, 333 и так далее. А это очень важный момент. А в какой-то системе исчислений? Это все мы говорим про десятичную систему. Да, на самом деле это такие существуют числа в других системах тоже, но вот это в десятичной системе, она оказывается особенной. Я про это сейчас тоже попытаюсь сказать. Значит, подождите, я что-то немножко сбился с мысли. Про смысловую информацию я говорил. Значит, нельзя утверждать, что это нет, потому что среди вот этих вот самых сигнатур, которые делятся на 111, есть к тому же, значит, паттерн, дающий египетский треугольник. Ух ты. Знаете, что это такое? 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равняется 5 в квадрате. Причем он на самом видном месте находится. Вот он находится на самой поверхности так называемого первого октета, вот из тех двух румеровских октетов, который в определенном смысле более фундаментальный, чем второй. Просто невозможно не заметить этот самый египетский треугольник. И во-вторых, например, среди вот этих чисел, которые делятся на 111, есть все числа 111, 222, 330. Ничего себе! Это вопрос, это натуральный ряд или это не натуральный ряд? Выражение ли это натурального ряда или нет? Если мы разделим на это 111, получим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Понимаете? Вот. Я не знаю, как статистически оценить случайность. Наверняка она очень маленькая, я думаю, какое-то безумное число стандартных отклонений. Там p-value наверняка... Нет, к сожалению, это невозможно обсуждать этот вопрос в точных терминах. Вот, я хотел это спросить. Вот сейчас, значит, вот понимаете, нельзя сказать, что там смысловых сигнатур нет. Ну, может быть, это случайность, может, не случайность. Во-вторых, вся вот эта вот информация, которая, значит, обнаружится в генетическом коде, она четко совершенно раскладывается по 5 информационным уровням. В таком смысле, в каком смысле? Вот самый первый уровень, самый простой, его невозможно не заметить. Он очень похож на сигнал привлечения внимания, который как бы всегда обсуждается в контексте возможных инопланетных посланий. Вот он там есть. Там есть, и более того, уровни привлечения внимания, там таких чрезвычайно простых, и мимо которых невозможно не пройти, их 2. Вот первый и второй. Первый — это симметрии, второй — это очень просто организованные вот эти самые суммы по весам. Дальше начинается более сложная информация, в которой обнаруживаются вот эти вот сигнатуры, значит, чисел, которые делятся на 111. Мы даже с Феликсом Петровичем называем их числа Щербака-Макукова. Ну, потому что они специальную запись имеют. Вот мы придумали для них такое имя. Вот. Потом там дальше, значит, привлекаются новые ресурсы из генетического кода, и обнаруживаются все новые и новые сигнатуры. И вот там 5 таких вот сейчас обнаружилось этих самых смысловых уровней. И понимаете, именно таким образом должно быть устроено послание от разума, как мы его понимаем. Вот что все это означает? Я не знаю.
Но как бы не замечать этого невозможно, понимаете? Это очень странно. Значит, о чем как бы здесь идет речь? Это кто-то создал искусственную жизнь? Наш генетический код искусственный? Да нет, все гораздо проще. Мы уже сейчас умеем модифицировать наш собственный генетический код. Существуют живые существа с искусственно генетическим, с искусственно, значит, модифицированным генетическим кодом. Значит, если есть некто вроде нас, вот он даже не сильно должен отличаться по уровню технологического развития от нас. Кто хочет сделать жизнь со своей подписью. Значит, что он делает? Он берет свой собственный генетический код, он его модифицирует нужным образом, а это можно сделать. У нас есть уже сейчас есть технологии для этого. Потом хорошо известно, что бактерии, значит, мы создаем бактерии, например, бактерии-экстремофилы, более того, с этим генетическим кодом модифицированным. Потом сейчас хорошо известно, что в состоянии анабиоза бактерии могут проводить миллионы лет. Вот это при температуре, которая в земных недрах существует, в ледяных кернах, которые достаются из Антарктиды, типа 0 градусов. Им все равно на радиацию, на естественный фон, как-то они... Вот смотрите, да, если при абсолютном нуле там держать, так это вообще неизвестно, сколько продержится. Но вот и при бактерии выдерживают очень высокие дозы радиации. Вот, поэтому мы можем сделать, что берем контейнер, скажем, какой-то криогенный даже, а может даже не криогенный, просто там, чтобы там лед какой-то был, кладем туда вот эти бактерии с модифицированным генетическим кодом, который мы уже умеем делать. И просто с помощью обычного химического даже ракетного двигателя посылаем в область, например, где идет образование планетной системы. Или если мы нашли какую-то подходящую систему. Подходящая система, скорее всего, уже заселена. А вот где идет образование планет, там, значит, будут протопланеты. Вот мы засылаем туда такой контейнер, и он, значит, может сделать электронику, которая будет существовать очень долго, следить за тем, что там происходит, и как только там образуется первая планета с более или менее подходящими условиями для жизни, там эти, значит, споры бактерий туда выбрасываются. Но ведь к месту звездообразования лететь гораздо дольше, чем к ближайшей потенциально пригодной системе. Можно там просто ускорить эволюцию таким образом. Можно. В общем, мотивы можно обсуждать отдельно, но факт то, что здесь нет никаких непроходимых технических проблем, даже с точки зрения нашего понимания, для того, чтобы здесь сделать жизнь с искусственной подписью. Вот и возникает вопрос, а вот не есть ли это именно это? Трудность здесь на самом деле фундаментальная, действительно, есть только одна. Смотрите. На нашей планете жизнь появилась 5 миллиардов лет назад. Это значит, что 5 миллиардов лет назад уже было кому? Да. Это значит, что разум должен был очень рано в галактике появиться. А вот это уже странно. Вот, мог ли он так рано появиться? Вот, если 5 миллиардов лет, то, наверное, еще да. А вот если бы... Наверное, да. Но жизнь-то появилась на Земле 5 миллиардов лет назад. Вы понимаете, да? Ну, там был запас, там что-то Вот могло это быть. неизвестно. Николай Семенович Кардашов думал, например, что жизнь в галактике появилась уже спустя миллиард лет после образования галактического диска. Но тогда было 4 миллиарда лет на эволюцию, мог и разум возникнуть. Но прав он был или не прав, это непонятно. Потому что условия тогда были, не курортные в галактике. А у нас, кстати говоря, курортные. С точки зрения того, выбирать, если куда отправить какую-то жизнь, у нас весьма курортные условия. Нас ничего тут особо не беспокоит, никакого активного звездного образования рядом с нами нет, никакие планеты, звезды не пролетают, системы не сталкиваются никакие. Да еще и так удачно у нас расположена Земля, вообще просто фантастика, невероятное курортное расположение. И кроме того, нам известно множество звезд, множество областей образования планетных систем. И мы просто технически могли бы реализовать этот проект, если бы очень сильно захотели. Тут еще вопрос, зачем вопрос возникает? Тут еще вопрос такой, насколько мы умеем создавать механизмы, работающие десятки или сотни или миллионы лет. Вот только Джефф Безос сейчас, по-моему, начал там эти часы свои закапывать, насколько-то там... Я думаю, что это тоже лет. Никаких физических ограничений на это нет. Это, конечно, должны быть какие-то специальные устройства. Топливо горит. Я думаю, что этого можно сделать.
Ну вот уран 235, вот сгорело все топливо, что делать? Как вот это, как будет функционировать вообще механизм без топлива, без энергии? Какие-то, может быть, там Не, есть... ну у нее там могут быть солнечные панели, которые могут включаться каким-то механизмом, который просто работает, например, на радиоизотопах. Вот, и тут уже никакой уран не нужен. Это тоже могут быть там и миллионы Ну и лет. сколько лет они... Хорошо. Но это надо Да, перебрать да, таблицу да, 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 изотопов. да. Если у вас как бы достаточно щадящий режим работает электроники в спящем состоянии, да, Александр то Дмитриевич почему бы физик, нет? потому что таблица Менделеева и таблица изотопов, которая намного больше таблицы Менделеева, это совершенно разные вещи. Кому интересно, погуглить, это очень интересно. Знаешь, как разные изотопы получались и что с помощью этих изотопов в принципе удалось открыть. Вот. Это очень интересно. Я помню, когда первый раз увидел таблицу изотопов, я думаю, блин, а вот в школе же она была гораздо меньше, а потом-то я понял своим скудным мозгом, что оказывается это гораздо более глубокая вещь. Меня просто телефизики, как эти все изотопы были получены, для чего, при каких условиях, какие эксперименты. Очень интересно, физические эксперименты иногда приводили к созданию этих изотопов, разных изотопов.